Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Почему болят зубы? Острая зубная боль может застать врасплох. Чтобы избавиться от нее навсегда, нужно обратиться к стоматологу. Но сперва можно снять зубную боль с помощью народных средств, обладающих быстрым болеутоляющим эффектом. Чтобы правильно выбрать средства для самостоятельного снятия болевого синдрома, следует руководствоваться здравым смыслом, знаниями о причинах возникновения боли и свойствах веществ, используемых в терапии. Беспричинно зубная боль возникать не может, она выступает симптомом заболевания или воспалительного процесса. Зубы могут заболеть на фоне кариеса, пульпита, периодонтита, абсцесса зубного корня, заболеваний десен, травм, невралгических болезней. Народные способы эффективны для снятия зубной боли, спровоцированной флюсом, кариесом и воспалением десен. При синдроме, вызванном невралгией либо суставными заболеваниями, такая терапия бессильна. Поэтому при выборе народных методов от зубной боли следует учитывать ее происхождение. Универсальные народные рецепты против зубной боли. Независимо от причины возникновения болевых ощущений, главная задача при их домашнем устранении – не спровоцировать воспаление и не навредить больному зубу. Поэтому допустимо использование только щадящих природных анальгетиков. Самыми быстрыми и эффективными народными средствами от зубной боли являются универсальные народные рецепты против зубной боли. Полоскание солевым раствором с йодом. В стакане теплой кипяченой воды растворяется чайная ложка морской или поваренной соли и 7 капель йода. Применять раствор можно сразу после полного растворения кристаллов вещества. Интенсивность болевых ощущений снижается уже через 3-5 минут. В день допустимо полоскать рот не более 3 раз. Полоскание зеленым чаем с чесноком. В 250 мл крутого кипятка заваривается столовая ложка зеленого чая. Настаивается напиток 15 минут, после чего в него необходимо добавить 5 зубков чеснока, натертого на мелкой терке. Смесь следует настоять еще в течение 10 минут, а затем процедить. Непосредственно перед применением чай надо подогреть до комфортной комнатной температуры. Полоскание не единственный способ избавления от зубной боли в домашних условиях, при котором применяется чеснок. Можно просто натереть зубчик овоща и приложить получившуюся кашицу к воспаленной десне. Содержащиеся в нем эфирные масла помогут устранить болевой синдром и окажут антисептическое воздействие. Примочка с валерьяной. Ватный диск разрезается на 4 части. Один кусочек пропитывается спиртовым настоем валерьяны и помещается на больной зуб. По мере необходимости тампон сменяется на новый. Компресс с солью, луком и чесноком. Для приготовления обезболивающей пасты необходимо натереть на мелкой терке лук и зубки чеснока и смешать полученную кашицу с солью. Всех ингредиентов нужно взять по чайной ложке. Паста накладывается на больной зуб и накрывается ватным тампоном. Компресс устраняет болевые ощущения уже через несколько минут. Применять такой метод обезболивания можно неограниченное количество раз в день. Полоскание рта травяными отварами. Теплые отвары для полоскания эффективны при зубной боли любого характера. Самым простым народным средством, помогающим быстро устранить зубную боль, является полоскание содой и солью. В стакане теплой кипяченой воды разводится пол чайной ложки соды и 3 капли йода. Раствор обезболивает зуб и обеззараживает ротовую полость. Для приготовления 250 мл травяного отвара используется 1 столовая ложка сушеных лекарственных растений. Сырье заливается стаканом кипятка и варится на водяной бане в течение 10 минут, после чего процеживается. Использовать средство можно после остывания. Самыми эффективными являются отвары на основе шалфея, мяты, коры дуба, эхинацеи, цветков ромашки, эвкалипта. Полезное обезболивающее действие травяных полосканий признано даже стоматологами, но при их использовании необходимо придерживаться мер предосторожности. Отвар для полоскания воспаленных десен и больных зубов должен быть теплым, слишком горячая или холодная жидкость может спровоцировать усиление воспаления. Лекарственные травы могут вызывать сильные аллергические реакции в виде сыпи и отеков ротовой полости, которые способны распространяться на гортань, бронхи и даже легкие. Поэтому при первичном применении каждого травяного сбора следует использовать не более 50 граммов отвара. Примочки с эфирными маслами. Эфирные масла оказывают анестезирующее воздействие на нерв, вызывая его временное онемение. Самыми эффективными болеутоляющими средствами являются масла мелисы, гвоздики, лимона, герани, базилика, каяпутового дерева, эвкалипта, пихты. Способ применения: 2-3 капли эфирного масла наносятся на ватку, которая прикладывается к больному зубу на 5-7 минут.
Эфирные масла очень концентрированы, поэтому запрещено капать более 4 капель и превышать время выдерживания компресса. Высок риск ожога слизистой оболочки и возникновения резкой головной боли. Повторять процедуру можно не чаще, чем через каждые 2 часа. Народная помощь при абсцессе зубного корня. Определить, что болевой синдром вызван абсцессом зубного корня, можно по наличию отека со стороны больного зуба. В корневой зоне обычно прощупывается шишка, флюс. Боль постоянная, носит пульсирующий и распирающий характер, может повыситься температура тела. Народные средства против зубной боли, вызванной флюсом, нацелены не только на обезболивание, но и на замедление воспалительного процесса. Однако при развивающемся абсцессе корня только врач с помощью специального оборудования может определить обширность и стадию воспалительного процесса и назначить адекватное лечение. Компресс. Снять болевой синдром и уменьшить отек хорошо помогает компресс против флюса. Для его приготовления чайная ложка сахара смешивается с чайной ложкой соли экстра и половинкой чайной ложки черного молотого перца. Затем в смесь добавляется 3% столовый уксус в количестве 1 чайной ложки. Должна получиться густая кашица. Когда все ингредиенты добавлены, смесь прогревается в микроволновой печи или над огнем до загустения. После того, как масса остынет, она накладывается на больное место. Полоскание отваром шалфея. Для приготовления раствора для полоскания необходимо соединить пол-литра крутого кипятка с 2 столовыми ложками высушенного шалфея и настоять смесь под крышкой до полного остывания. После того, как жидкость остынет, отвар следует процедить и разделить на 2 порции. Использовать его нужно дважды в день. После первого полоскания снизится интенсивность боли, после второго произойдет небольшое уменьшение отека. Голубая глина. Голубая глина в большей мере помогает бороться с отеком, чем служит обезболивающим средством. При первичном использовании боль может усилиться и не прекращаться в течение первых 50 минут после нанесения. Используется небольшой кусок глины, обернутый в стерильную марлю. Прикладывается глина не к самому зубу, который болит, а к десне. Уменьшение отека видно уже после первого применения, а болевые ощущения уходят постепенно, по мере снижения воспалительного процесса. Луковый сок. На больной зуб накладывается ватный тампон, смоченный в сыром луковом соке. Отжать сок из луковицы можно 2 способами, используя соковыжималку или измельчив лук блендером и отжав сок с помощью марли. Держать луковую примочку на зубе нужно до полного прекращения боли. Устранение зубной боли при кариесе. Кариес является самым частым заболеванием зубов. Начинается он с едва различимого темного пятнышка на эмали. Зона поражения впоследствии разрастается и постепенно разрушает весь зуб. Быстро снять зубную боль, вызванную кариесом, можно народными средствами, но само заболевание лечится только путем пломбирования в стоматологическом кабинете. Понять, что зубная боль вызвана именно кариесом, можно, осмотрев больное место с помощью зеркала. Если на эмали есть темные или светлые пятна, вероятность кариеса очень высока. Боль характеризуется небольшой длительностью приступов, четкой локализацией, чувствительностью к температурным перепадам. Болевые ощущения могут возникать при употреблении сладкой, соленой или кислой пищи. Лучшие способы обезболивания при кариесе – камфорный спирт. Его следует обильно нанести на маленький кусочек ватного тампона, который прикладывается к больному зубу на 1–1,5 часа. Десна около пораженной области слегка смазывается камфорным спиртом. Оставлять смоченный в нем тампон на десне нельзя, так как вещество может вызвать ожог. Новокаиновое полоскание. 200 мл 10% новокаина смешиваются со взбитым белком свежего яйца и чайной ложкой соли экстра. Рот полощут в течение 5–7 минут. Особенно эффективно средство в том случае, если зуб болит под пломбой. Нерафинированное растительное масло. Для быстрого снятия болевых ощущений столовую ложку растительного масла комнатной температуры перекатывают во рту в течение 10 минут. Помощь при пульпите. Без надлежащего лечения кариес может перейти в пульпит. Болевой синдром при нем выражен сильнее, возникает без причины, интенсивность боли очень высока. Приступы длятся подолгу, особенно выражены они в ночное время. Несколько уменьшить воспаление и быстро снять зубную боль при пульпите можно теми же народными средствами, что и при абсцессе зубного корня. Действенные рецепты против пульпита. В половину столовой ложки соды добавить несколько капель лимонного сока и 20 капель перекиси водорода. Смесь закладывается в дупло больного зуба и используется для обезболивания десны. Интенсивность болевого синдрома заметно снижается спустя 15 минут. Половину таблетки, но шпы заложить в полость зуба. Если воспалительный процесс начался под пломбой, таблетка прикладывается к задней стенке зуба. Но шпа снимает боль постепенно, по мере растворения. Спорные методы народной медицины.
Самыми известными народными средствами, избавляющими от зубной боли в домашних условиях, являются всевозможные примочки и аппликации. Это и сало, и свекла, и прополис, и водка, и даже кусочки льда. В качестве рефлексотерапии предлагается прикладывать к щеке магнит, к затылку грелку, к руке, противоположной больному зубу, чеснок. Встречаются даже советы о том, что избавиться от зубной боли поможет зажатие определенной точки на сонной артерии. И эффективность этих средств под большим вопросом, а безопасность применения не выдерживает критики. В лучшем случае эти средства не дадут результата, а в худшем вызовут обратный эффект и прибавят проблем со здоровьем. У людей с сосудистыми заболеваниями прикладывание грелки к затылку может спровоцировать ухудшение состояния вплоть до инсульта. Лед может вызвать приступ боли при поврежденной эмали, а при флюсе спровоцировать резкий виток воспаления. Свекла, сало и магнит в лучшем случае сработают как плацебо. Применяя народные средства от боли в зубе в домашних условиях, важно помнить о том, что они не являются лекарством и не могут устранить заболевание, спровоцировавшее приступ. Ими можно снять болевые ощущения, убрать или снизить интенсивность отека и несколько приостановить воспалительный процесс. Поэтому применять их целесообразно исключительно в качестве временного обезболивания до посещения стоматологии. Приравнивать народные рецепты от зубной боли к полноценному лечению, гарантирующему пролонгированный эффект, нельзя. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик.